Тема сегодняшнего занятия – символика чакры 13-го мира. Да, мы с вами проходили в соответствующей теме. В душе человека изначально есть свое предназначение. В зависимости от этого один из трех вариантов, то ли свастика, то ли монада, то ли полумесяц, у вас в чакре сущности уже вписан. Это мы проходили сегодня, то, что касается именно этой символики и того, что с ней напрямую связано. Ключевые моменты, которые нам нужно пройти, кроме самой символики, по мере того, как вы изменяете себя к лучшему, идете по уровням развития, появляются различные дополнительные элементы, которые говорят, собственно, чему вы научились. Можете ли вы различать добро и зло в различных проявлениях? Можете ли вы защищать те или иные ценности? Можете ли вы сражаться и побеждать? И здесь множество различных вопросов возникает. Скажем, прежде чем научиться различать добро и зло, у человека вообще-то должна быть цель соответствующая. Ты выбираешь путь света, тебе для этого нужно понять добро и зло. Что плохо, чего освобождаться, что устранять из своего внутреннего мира, из своей судьбы, с чем бороться в окружающем мире, что такое добро, что несет тебе благо, что ценить, защищать, культивировать. То есть сначала должен быть выбор, формируется мотив, человек начинает сначала различать, и когда он получает эту информацию, он понимает, что хорошо, что плохо. Это основание для принятия решений, для того, чтобы защищать и бороться, занимать не пассивную позицию в жизни, а активную, зажигать веру, помогать людям освобождаться от различных заблуждений, быть активным. Понятно, что в обществе здесь самые различные представления, поэтому в том числе их желательно подкорректировать, какого плана, кто вообще входит в иерархию света. Человек, я светлый, ты светлый или ты пытаешься? Здесь желательно для себя определиться, предположим, один из подходов. Вот что такое зло? Желательно нарисовать. Такая сила достаточно беспощадная. Вообще вариантов много, но это культ силы как таковой. Что на первом месте? Иерархия зла. Не везде, конечно, но в большинстве случаев сила. Сильный воин, слабый раб. Или умри. Вот отношение такое. Для чего война? А как же нарабатывать силу? Вот как нарабатывать силу, бесстрашие, другие качества, если нет войны, если ты ничем не рискуешь. И сила достаточно значимая, и кто может это противостоять? Существа слабые, бесхребетные, ни на что не способные, распускающие нюни. Нет, противостоять злу может что? Еще большая сила. Противостоять злу большой силе, что может? Только большая сила. Меньшая сила проигрывает. Всегда большие отряды бьют малые отряды. Желательно понять, что иерархия света — это не собрание слютятчиков, извините, или все слабые, недоделанные, слабо думающие, слабые духом, слабые телом — это все представители иерархии света. Они не имеют отношения к иерархии света. Они где-то на дальних поступах тренируются, чтобы через множество воплощений войти в иерархию света в чистом виде. Потому что в чистом виде иерархия света — это воины. Воин — это нижняя ступень, воин. А кто такой воин? Это человек, у которого нет колебаний относительно выбранного пути. Вот как рыцарь. Он ни за что не предает свою веру, он не колеблется в выборе. Даже если его мучают, он ничего не будет делать во вред своей душе, во вред своему ордену, во вред своей страны. Георгий Победоносец, отрекись, или что там. Каждый день кости все ломают, на утро они срастаются благодаря вере. И так, сколько год, больше, меньше. Человек не отрекается от своего выбора. То есть человек, который идет по пути света, он вообще не колеблется в своем выборе. Если ты колеблешься, ты не идешь по пути света. Ты к нему прикоснулся, но у тебя столько тараканов, что светлым тебя назвать пока еще сложно. Может, осветляешься, Поэтому
В иерархию света могут входить только очень сильные люди, ну или существа, да? И вот их потенциал примерно такой, как вечный двигатель, да? То есть тот, который сам никогда не заглохнет. Но большинство людей, они слабые по всем запчастям, их нужно мотивировать, их нужно поддерживать. Не дай Бог что-то случилось, они обижены, они охают, они рассыпаются, они там бубнят, ну, большинство ж людей. Давай желательно понять, что воин света, да, иерархия света, вот чакра отвечает что? За борьбу, за развлечение добра и зла, и за борьбу, за защиту света, за борьбу со злом она отвечает. Человек, который не реализовал ее принципы, он по пути света не идет. Ну, может быть, он к этому движется, но он, да, вот нужно понять, какое место занимает борьба. Да, вот. Воин света – вечный двигатель. Да, первое, да, он не колеблется в своем выборе. Да, его невозможно заставить усомниться, а стоит тебе служить Богу и идти по пути света. Может, тебе на темную сторону? Может, ты подлость начнешь оправдывать, взятки брать? Но у него таких колебаний нет. Он сделал выбор, духовный закон – это основа, это свято. Вот, для рыцаря Библия, да, Священное Писание, свято. И он от него не отходит. Да, у него нет колебаний. Раз. Второе. Он самодостаточный. Его не нужно морально поддерживать, там, мотивировать, дарить призы, конфеты, ну и так все остальное прочее. Танцевать вокруг него, чтобы он что-то делал. Да, это вот как там в Российской империи, да, в уставе. Готов умереть без имени, лишь бы имя Родины было в святости, да. Вот человек, он, ну как и любой лидер реально в жизни, любой лидер, он самомотивирован. У него такой потенциал, что он способен заряжать других, вести за собой. Да? Он помогает другим, а не так, что вот кто-то на себе тащит. Да если у человека есть вот такое, там, он падает духом, ему еще работать и работать над собой, пока он не станет постоянно действующим источником света. Большинство людей свет легко гаснет. Ну, вернее, как, у некоторых он не разгорается, да? Им еще нужно разжигать и разжигать и разжигать. Да, но это самодостаточный человек, не нуждающийся в помощи и в поддержке. Хотя, конечно, саму иерархию света – это норма, закон, там, взаимопомощь, взаимовыручка. Но если случается, там, тебя на миллиард лет забросили куда-то по заданию, тебе общаться не с кем, человек будет выполнять свою задачу без нытья. Да, иначе ему нельзя доверить дело. Да, ну и третье, он способен выполнять сложные задачи, способен понимать, там, так далее, действовать, где нужно автономно, где нужно в команде. Это человек, обладающий большой силой. И именно, ну, в том числе и чакра 13 мира отвечает за эту силу. Именно вот к этому пониманию, кто такой человек, да, идущий по пути света и идущий к Богу, да, идущий по пути служения. Это вот такой человек. Все остальное – это придумки, иллюзии, глупости, что там все простится, все забудется, можно там себе давать там послабления различные. Ну да, не может человек сразу прийти к совершенству. Да? Это большая работа над собой, шаг за шагом. Но человек входит в иерархию света в чистом виде, когда он приближается вот к этим показателям. Да? Вот, скажем, по отношению к преградам, проходящим событиям, как там люди отличаются. Да кто-то вот такой, да, он не ломается, да, он непоколебимый, он неуязвимый, да, он умирает, не сдается, если нужно, и он утверждает в этом мире свет. Да? Он не прощает, он не проходит там мимо различных проблем, да, он утверждает свет. Да? Кому-то до этого состояния бесконечно далеко. Да? Кто-то вообще об этом не думает. Добро, зло, закон, незакон. Делаю, что попало, подсознание правит, черти правят и даже не думает. Да? Кто-то находится здесь. Да, кто-то слабенький, течет при каждой преграде. Да? Кто-то пытается быть светлым, но у него не получается. Он хотел бы, но не может. Не может наказать обидчика, не может решить проблему в своей жизни или на своей фирме. Он хотел бы, он понимает правильно, умом понимает, а все остальное не могу. Да? Кто-то тренируется, да, и вот он шаг за шагом
и достаточно успешно изменяет себя к лучшему, то тренировка — это что? Ага, какую еще проблему преодолеть, какую еще вершину покорить в жизни? И он по жизни идет выше, 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 пока не приблизится к такому качеству, как вечный двигатель, да? Который разгорается все сильнее. Ну, тогда вы входите уже в приличной мере в иерархию света. А если человек до этого не дошел, ну, понятно, ни одно воплощение к этому нужно идти, нужно понимать, а что такое человек, реализующий волю Бога, воплощающий в себе волю Бога. Это же не слабак, да, это человек, не тот же человек, который завалит любое дело, да, или там предаст, нет. Это человек высокого качества. Из огня и стали. Вот к этому, собственно, нужно стремиться, и чакра 13 мира, она предназначена в том числе для решения шаг за шагом вот этих задач. Да? Ну, по ходу, если будем проходить, там по развлечению. Ступень первая очевидная, вот человек, он как позитивный, негативный, там, неважно, слова, поступки, действия, выражение лица, прикид, внешний вид, добро-зло, да. Следующая ступень, да, внешне ничего, что думает человек? У него душа от Бога или там кубло змей? Да, вот, что думает человек? Каковы его скрытые мотивы? Да, следующий уровень борьбы, вот развлечения. Неприятность еще не произошла, а можешь ли ты прогнозировать? Да, там, по информации, потому что знаешь о людях, по общению с тонким миром, можешь ли ты предвидеть и предотвращать? Потому что большинство людей, даже сталкиваясь лицом к лицу с проблемой, они оправдываются, ничего не делают. Да, поэтому есть ступени, по которым человек идет с точки зрения развлечения добра и зла, и они отмечаются в верхней части символики. Собственно, 3 дополнительных символа, атрибута вы формируете, если вы учитесь решать эти задачи, и шаг за шагом их решаете. Если решаете плохо, но если пусто, ничего нет. Решаете плохо, появляется когда бяка. Да, хорошо, значит, появляются позитивные символы. В средней части ваша способность защищать позитивные ценности, свет в чистом виде. Да, защищать каким образом? Начиная с физического. Вот так бывает редко в современном мире, но тем не менее. Вы тренируете свое тело, но не так, что вдохнул, вы упали. Нет, вы тренируетесь. Дальше, психологически. Да, вы знаете, как работают правила, вы там, знаете, что говорить. Энергетически. Это работа, все возможные виды работы в тонком мире. Там защита, энергия, покровители, да, использование тонкого мира и работа в тонком мире в чистом виде, да, где вы учитесь быть неуязвимым и защищать, да, то, что необходимо защищать. Это в середине символики. В нижней части символики это именно борьба. Да, атака, нападение или борьба. Да, предположим, у вас на предприятии есть проблема. Пупкин, иди сюда. Почему? Вы знаете, что сказать и что сделать, так, чтобы эта проблема исчезла. Или вы этого не делаете, вам неудобно, поэтому какой-то нехороший человек разваливает ваше дело, а вы не можете защитить. Фактически, скажем, человек по своему положению в обществе, да, по своим достижениям, он не может подняться выше того, что дает ему чакра 13 мира. Да, что она дает? Смотрим, и мы понимаем, первое, это проблема нужно убирать, да, это хорошее, это нужно защищать. Да, если у вас развлечение не работает, все, вы не видите проблему, вы ее не решаете, она вас кушает. Да? То есть вы не можете подняться выше, да? Вы понимаете, что мешает процессу, чего освобождаться, и что правильно, что нужно защищать. Раз. Вы цените, да, понимаете, да, это свет, это благо, его нужно защищать. Цените, это негатив, его нельзя игнорировать, да? И вы способны это преобразовывать, да, защитить и уничтожить, если это какая-то проблема. Если человек эти задачи не решает, да, из любого процесса убирай проблему и формируй то, что нужно. Если он не решает, он в принципе не решает задачу построения процесса или защиты процесса. Да, и даже если случайно куда-то его посадили на ту или иную верхушку, он потом падает, ему больно.
потому что проблемы его съедают. В первом приближении по чакре 13 мира, в данном случае по символике чакры 13 мира. Понятно.